Итак, здравствуйте, ребят. Вот все-таки ко мне обратился один человечек по поводу вот этого, что я предлагал, и также сканер врезан. Значит, ВКонтакте. Я зашел, он написал, что у него такой же продукт. Это вот B-Music, как, точно же такой, как у меня. И у него Моби, а у меня Су. Вот. И его второй вот результат его сайта, то есть вот этого, который я нашел именно Shell. Я когда увидел у себя, я в шоке был, то что лицензия и прочее. В общем, приходим к результату. Я пообещал человеку помочь, показал ему множество, сказал, что вот, пожалуйста, как это бороться. Давайте перейдем ближе к делу. В первую очередь, вот у меня мой проект на моем сервере. Давайте перейдем и изучим. Я объясню все тонкости, у кого такой же движок и что нужно делать. Я сюда специально создал поддомен и разместил те же шеллы, которые были уже врезаны. И они у меня упакованы в папке, короче. Я залил, все, уже подготовил два сканера, которые я два файла запакую. Давайте привязаться, запакую, а также другу дам. Кому нужно будет, обращайтесь. Вы, естественно, после этого получите готовый результат. Я его сделаю просто неон сканер, а потом файлик выложу, неон сканер zip. Все, я запаковал, потом я его переименую, залью, и вы также можете воспользоваться бесплатно, без всяких лицензий, без ничего. При распаковке вы получите два вот таких файлика. Как они будут работать? Ну, в первую очередь, смотрите. Вы заливаете в свой домен, это вот момент, это тест, у меня на B-музыке был вот здесь. И я уже и штекер немножко подредактировал. Штекер ничего сложного нет, давайте покажу. В штекере достаточно изменить запрет директорий, который по умолчанию стоял. Это вот такое несложное добавить, если у вас Laravel или сходство. Но с штекером вы разберетесь. Дальше. Опасные файлы. Опасные файлы — это Publishing. Я оставил специально папку, не удалял. Publishing — это в основном такие как PHPMimer, Assets. Вот. Он создает ненужный файл индексовый, пустой. Это врезан был. И вот такие биты, кучу файлов. Он безопасный. Доступ практически даже на индекс перейдя будет запрещен. Если даже проверить, давайте, чтобы вы убедились, что это не миф. А сейчас я отредактирую, и вы прекрасно поймете. Тот же индекс, да, вот PHP, да, в нем вот лежит. Давайте посмотрим. Вот этот файлик. Да. Именно тот штекер, что дает полный запрет на исполнение PHP. То есть, видите, forbidden и вот эти все простенькое, вот это, что он не даст. А там же он, независимости по умолчанию, что были запреты, но, в общем, безопасность жестко нарушена. Давайте вернемся. Теперь первое. Советую под этот движок использовать 8.1.33, она более стабильная, вот как я на тесте сделал, вы видите. Переходим в версию PHP. На каждом сервере по-разному и хостинге. То есть везде у вас настройки. Ну, давайте покажу основные настройки. У вас должно примерно вот так настраивать. Error Reporting вы в режиме отладки включаете, а так можете отключить. Ну и примерно вот такая конфигурация для музыкального кинотеатра. В общем, запомнили, переходим дальше. Что еще важно учесть? Примерно идеальные настройки, которая должна работать, это именно расширение. Вот примерно посмотрите, вы можете остановить видео и потом посмотреть, какие расширения нужно включать, а какие отключать, если у вас хостинг этого позволяет. Ну, примерно подстраивайте примерно вот таким же образом. Вот. Давайте перейдем теперь к нашему эксперименту и как это будет работать. Переходим в нашу директорию. Чем он опасен? Тем он опасен сейчас. Где он сейчас? Секунду. Вот. Здесь вы видите, что можно делать. Это, вы поняли прекрасно, что это такое. Команды исполнять и так далее. Shell, короче, да. Дальше что? Давайте перейдем к результату. Значит, что? Мы заходим
в наш папку домена, ну то есть директорию. По сути, я закинул вот сюда шеллы, да. То есть папка может, это просто ты создал assets или паблик или по-разному, то есть где картинки и прочее, и видео таких текстовых, то есть вы видите, да, текст обусифицирован, это запускной, и единственное вот в TMP или в иную конфигурацию может быть засунуто непонятно что, да, вот вы видите, да. То есть раскинут этот вирус, и ну, практически вы не найдете, да, концов. Может картинку залить, то же самое здесь, как вы видите, да, в картинку в начале для антивируса и прочее, он, ну, вот так вот вы поняли, да, вот ломает все, и любой абсолютно shell залить, чтобы для чего? Для того, чтобы ну, потом просто-напросто в тему исполнить этот код. Ну, то есть найти способ, куда его, ну, запиндюлить, короче, поняли? Это может быть просто, может быть в виде, смотрите, давайте для примера я просто залью, к примеру, в ту же TMP, да, вот тут сюда файлик. Я загружу его сейчас. Сейчас выберу этот файл. Ну и на живом примере, как это может быть действовать. То есть путем ошибок, ну, можно сказать, сервера, неправильных настроек, как это будет работать. Так, давайте я сейчас покажу директорию. Сами прекрасно поймете, да? Вот, значит, сюда мы переходим, вроде бы forbidden, да, но заметьте, смотрите, вернемся к нашим файлам. Вот этот наш шейчик, когда мы зайдем, и с помощью него можно будет, ну, вещи делать, те текстовые файлы, которые я и говорил, можно будет, они в картинках, его просто, вот, вы видели, все, это панель, пожалуйста, хоти не хоти консоль, хоти не хоти загружай. Хоти, не хоти информацию получай. Вот. Все, что нужно, да. То есть, как вы видите, да. Довольно простенький такой вот, такая вот фигнюшка. Обычный shell, вот, которым можно использовать. Можно их куча есть шеллов. То есть, вы поняли суть, да. Как же теперь избавиться, найти, если у вас сайт, к примеру, смотрите, давайте покажу, вот как у меня, да, состоит из очень много файлов, много папок, ну, ресурс довольно такой огромный, причем Laravel, вы знаете, она состоит из таких, как настройки с точкой, помимо штекера, ну, поняли, короче, не буду объяснять, вы не дети, а профессионалы. Итак, что мы делаем? Есть два файла. Это GoogleScan. Давайте сейчас вернемся обратно. Перейдем сюда. И покажу все прекрасно. Да, вот. Здесь называется GoogleScan PHP. Переходим сюда. Ну и все, просто начинаем. И в режиме фонового режима он сканирует весь корень и не зависает. То есть максимальное время 25 секунд, после этого можете продолжить. Итак, что? Можете сбросить, нажать, а можете просто нажать продолжить. И вот он, бабах, он буквально находит все опасные eval и прочие, и вы можете, ну, просто посмотреть эти пути, а также открыть в новой вкладке самый итог. Смотрите, GoogleScan — это, естественно, наша команда, которую мы сканируем. Дальше. Сканер он нашел. Ну, естественно, текстовый файл — это лог. Он даже текстовый ищет. Дальше смотрите. Infect нашел. Наш M, который мы говорили. И вот эти исходники. Давайте теперь изучим. В первую очередь здесь поделена таблица следующим образом. Основа, tab текст, OpenLive — это к сканеру, запаковать его, то есть для изучения,
Ну и, короче, давайте в действии. Давайте изучим вот этот файл. Во-первых, вы можете одной кнопкой скопировать путь, копировать путь для удобства вам, зная куда, что, чего, в буфер. А дальше посмотрите основу. Вот откроется такой небольшой редактор, и вы прекрасно увидите этот файл, с чем он состоит, куда он и прочее. Вот такой кусочек урезает вам. Вы прекрасно видите обусифицирован и прочее. Вы можете также скопировать основу, код скопировать и изучить. Дальше закрыть. Что вы можете дальше? Текст сливы, да, вот текст сливы. Перейти и посмотреть его, что же он будет в таком, ну, по прямой, да, вот как бы новой вкладке. Open Live. Open и Live это означает, что вы можете посмотреть сигнатуры, подозрительный и что вот именно в режиме онлайн, да. Потом Урацион, да, что такое Урацион? Это когда отправить в карантин, то есть вы его можете отправить в карантин. Вот, допустим, я его отправляю, он все, отправлен в карантин, но при этом вы можете изучить его, посмотреть, Access Denied, потому что вы его удалили, отправили в карантин. Дальше. Основу вы также увидите, потому что вы его уничтожили, вирус, то есть отправили в карантин. Zip вы уже не скачаете, то есть вначале, если изучить вы хотите, тогда вы можете его изучить. Вот он исчез, да. Дальше. Изучаем следующее, смотрим, что за фигня. Вы изучили, если это не ваш файл, вы его можете либо нажать скачать, запаковать куда вам нужно и изучить дальнейшее, что это за фигня. Либо вы нажать Open Live, как я и сказал, да, то есть перейти на этот файл. Вот. Дальше. То есть просмотреть буквально его, да. Ну и, как говорится, текст, это напрямую, да, вот он открывает текстовый файл, скачать. То есть если вы на PHP, он откроется PHP. То есть если так вот, это просмотреть, изучить этот файл. В общем, ничего сложного нету. Что нужно делать? Просто берете, карантин его отправляете или изучаете, копируете текст, это по вашему выбору. Ну и все. Сканлог это именно то, что он просканировал и вывел, вот видите, сигнатура, eval, вот и так далее, да, основу сигнатура. То есть вы видите прекрасно, да. После чего вы можете просто удалить, ну даже этот же сканер, смотрите, как это делается, самоликвидация называется, да. Вы удалили, все. Чисто. Если вам не нужно вот этот файл, остатки, сейчас покажу. Вот. Вы просто удаляете security scan и все. Потом удалили. Все. У вас практически, ну, чистое, да, вот эти вирусы я все удалю. Это для примера. Вот. Его оставлю, вам дам. Да, записывают, я забыл показать. Здесь они создают ISON с результатом сканирования, да, так как я удалил, он пустой. И здесь лог, весь лог вот именно будет здесь записываться, да, то есть вы четко можете открыть и посмотреть эти логи. После работы достаточно просто почистить Google. Да, вот скан, это, естественно, сюда будет оно тоже, так как мы почистили. Просто удаляете то, что вам не нужно. Вот, в данный момент я оставлю вот это, остальные все вирусы я снесу. Это для теста было. И чистите то, что вам не надо. Все. Осталось чистенько. В любой момент распаковали. Давайте покажу, как это будет действовать еще раз. Извлекаете его, куда вам надо. Все. Вот они файлы, Google Scan и Security Scan, который я говорил. То есть переходите, изучаете. Давайте еще раз покажу, чтобы вы убедились, что оно все работает. Я это бесплатно выложу вам. Вы можете, если я сюда перейду, смотрите, он пока ничего не найдет, потому что мы не просканировали. То есть, естественно, мы заходим сюда. Вот.
И начинаем сканировать. Видите, да? Сканирование в процессе. Лог сохранен. Ждете время. Если длинный сайт, вам предложат повторное сканирование. Ну а здесь вы просто переходите и вот видите, да, результаты. Вот, оно нашло. Почему оно процесс сохраняется? Потому что здесь, как говорится, отсканировано, но не полностью. То есть вы процесс ожидаете, как только закончится. Или вы можете просто обновить, но лучше ждать. Вот видите, обрабатывается еще. Подозрительных пока 3. То есть видите, он уже начинает еще один находить. Вот видите. Ну, в принципе, да, вот он. Вот эти два я-то вирусы убрал. Он сам себя нашел, логи и сам. То есть чистенький сайт. Это, в принципе, оно нашего сканирования. То есть он нашел, он показал, что вот, пожалуйста, на тебе. Вот он на сам скрипт сканирования. Он сам себя нашел. То есть вирусов, как вы видите, нету практически. В общем, пользуйтесь, ребят. На здоровье. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь. Обращайтесь на Darknet. По поводу того, что я говорил, на Везувии я разместил. Это именно вот этот скрипт. Обращайтесь на ВК, пишите. Я подпишу куда. И кто хочет протестировать мою эту версию, Black Speeder версии 3.2 будет обновленная, возможно, я выложу. И посмотрите, пойдет, в принципе, для начинающих. Спасибо за внимание, ребят. Всего доброго, удачи.